Знакомьтесь, этого паренька зовут Дима Каликан, и он родился в украинском Краматорске. Своих биологических родителей мальчик не помнит. Возможно, оно и к лучшему. При рождении Диме был поставлен диагноз гидроцефалия или водянка головного мозга. Увидев своего ребенка, родители мальчика решили, что такой сын им не нужен. Как пишет украинская газета «Факты и комментарии», после того, как его оставили родители, Дима попал в детский дом для детей-инвалидов в городе Краматорск на востоке Украины. После 4 лет, прожитых в детском доме, Дима по-прежнему не мог пользоваться столовыми приборами, а также ходить. Сотрудники детдома не верили, что организм мальчика когда-либо будет развиваться нормально. Но все же они были удивлены, что он так долго смог прожить и даже говорил несколько слов. И это был не последний раз, когда Дима всех удивил. Когда в начале 2014 года на востоке Украины развернулись боевые действия, Дима столкнулся с новой опасностью. Детский дом находился на разграничении враждующих сторон. Поэтому детскому дому пришлось эвакуироваться и искать безопасное место. В течение целой недели дети и сотрудники центра были вынуждены перебираться с места на место в поисках укрытия без воды, пищи и медикаментов. К счастью, вскоре дети оказались в безопасности, далеко от боевых действий. Дети попали в больницу Харькова, второго по величине города страны. Когда врачи впервые увидели Диму, они едва могли сдержать слез. Страх и бегство от боевых действий нанесли ему психологическую травму. Врачи знали, что у Димы не было шансов выжить в истерзанной войной стране. Как пишет Хефте, врачи были в таком отчаянии, что попросили священника молиться, чтобы мальчик в скором времени нашел приемную семью. Молитвы священника были услышаны. Сперва Дима и другие дети оказались в новом приюте для сирот, а несколько недель спустя Эрнест и Рут Чавес приехали в приют из Вермонта, США. Из новостей они слышали, что идут боевые действия, и поэтому захотели усыновить ребенка из истерзанного войной места. Когда пара увидела Диму, они поняли, что хотят забрать его к себе. Они решили усыновить Диму, и жизнь маленького мальчика вновь изменилась, но на этот раз к лучшему. У Эрнеста и Рут уже были 7 приемных детей, и они отлично справлялись с родительскими обязанностями. Так как у них уже был большой опыт по заполнению заявлений на усыновление и прочих других документов, Дима очень скоро смог переехать в Вермонт со своими новыми родителями. Уже через 2 месяца после того, как приемные родители Димы посетили детский дом в Украине, мальчик оказался рядом со своими новыми братьями и сестрами в США. Диме дали новое имя, теперь он Зебадих Чавес. Новая семья, безусловно, была лучшей вещью, когда-либо происходившей в жизни маленького мальчика. Общее состояние Димы намного улучшилось, когда он переехал в Вермонт. Всего через несколько дней после того, как он стал жить в своем новом доме, его родители были приятно удивлены увидеть, что у Димы, наконец-то, получается есть ложкой. Год спустя мальчик, который находился на грани смерти, был уже совершенно другим человеком. Зебадих научился говорить. Он понимает как украинский, так и английский. А главное, он теперь ходит. Потрясающий прогресс. Американские врачи осмотрели Зебадих, и по их мнению, мозг мальчика не сильно пострадал вследствие болезни, поэтому остаются очень хорошие шансы, что он сможет нормально развиваться. Недавно приятелю сделали операцию на глаза, все прошло удачно. Уставший, но еще на шаг ближе к выздоровлению, вот как малыш выглядит сегодня. Из-за странной головы от него отказалась родная мать. 4 года спустя в дверь детдома постучались. Какой Зебадих все-таки сильный мальчик. Ему предстоит еще перенести несколько операций и курсов реабилитации, но он уже показал всему миру свою огромную силу и желание жить. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.